Здравствуйте! Канал Masters of Body вас приветствует. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, наш выпуск будет не совсем такой, как обычно. Мы разберем два упражнения. Первое — это жим штанги стоя. Оно неоднозначное, по нему у многих людей возникают вопросы по поводу его предназначения, правильности, необходимости. И второе упражнение, очень спорно во многих YouTube-пабликах, во многих спортзалах, это пулловер. Первая часть нашего выпуска будет посвящена, как я уже сказал, жиму штанги стоя. Вторая часть будет посвящена пулловеру. Итак, давайте разбираться. Итак, друзья, что же такое жим штанги стоя, для чего он нужен? В первую очередь его всегда сравнивают с жимом штанги сидя. Иногда называют армейским жимом. Есть много вариаций, техник, интерпретаций. Есть свои, конечно же, сильные и слабые стороны, в которых мы сегодня будем разбираться. Сейчас Андрей вам демонстрирует разминку, которая необходима для этого упражнения особенно, ибо оно нелегкое, оно тяжелое и требует хорошей подготовки и поясничного отдела, и плечевого пояса. А дальше мы покажем вам несколько вариантов, на наш взгляд, которые чаще всего используются, имеют свои сильные и слабые стороны, но больше все-таки достоинств, чем недостатков. Итак, первый вариант, на наш взгляд, самый распространенный, мы назвали его образно строгий жим. Это многосуставное упражнение, сложно-координационное, задействует дельты и участвует трицепс. Чем шире хват, тем больше включается дельта и меньше трицепс. И если взяться поуже, трицепс будет, соответственно, помогать больше. Значит, плюсы этого упражнения. Удерживая равновесие, статически напрягается спина, пресс, ноги, больше сжигается калорий. Благодаря подвижному корпусу, слегка подвижному, можно скорректировать более удобную, более корректную амплитуду для безопасной работы плечевого пояса, в отличие от жима сидя. Итак, в этом упражнении есть свои минусы. Удерживая равновесие, статически напрягается спина. При выводе штанги в верхнюю точку есть риск травмировать поясничное отдел, поэтому рекомендуем широкий пояс. Следующий вариант в нашей тренировочной программе в упражнении жим – это жим с легкой амортизацией ногами. Плюсы те же, что и в предыдущем варианте, но нагрузку с поясницы в нижней точке мы переносим на ноги. Это гораздо безопаснее для простых обывателей. Минусы. В момент старта ноги, конечно же, чуть-чуть забирают работу с дельтовидных мышц. Поэтому, кого интересует больше проработка дельтовидных, можно делать либо сидя, либо в более строгой технике. Но это безопаснее. Следующая вариация взята из тяжелой атлетики. Упражнение называется швунг жимовой. В чем его плюсы? Благодаря более активному участию ног, естественно, калораж, затраченный в этом упражнении, будет гораздо выше, чем в предыдущих двух версиях. Далее. Естественно, это упражнение не для новичков, это для людей более продвинутого уровня, но это упражнение, в принципе, даже для женщин может подойти, которые занимаются не первый день, не первый месяц. Центральная нервная система у них хорошо аккумулирует свои силы вместе с работой всех мышечных массивов. И можно использовать это упражнение и следующие два варианта, которые мы покажем, именно и в работе для сушки, в работе для похудения, и в тренировке более взрывных усилий. То есть здесь уже будет необходим больше так называемый спортивный интеллект. И если человек более-менее подготовлен, у него грамотный инструктор, который подвел его более простыми упражнениями, можно внедрять такие упражнения, использовать их в своем арсенале, и это будет иметь очень-очень хороший успех. Внимание! Вот таким вот нехитрым образом, с помощью ног, мы выталкиваем достаточно приличный рабочий вес. Спина у нас работает более-менее безопасно. Плечо не испытывает ломких нагрузок в момент старта и в момент приема штанги обратно на грудь. Поэтому для отдельно взятых суставов безопасно, но калораж, который вы тратите во время этого упражнения, или же парням, которым нужна работа на общий массонабор,
это будет очень полезно. И следующий вариант, как я вам уже озвучил, вариант более технически сложный. Упражнение называется, также взято из тяжелой атлетики, шалун толчковый. Здесь больше требуется взрывных усилий, то есть больше активизируется работа центральной нервной системы, которая заставляет вместе, совместно все ваши мышечные массивы включиться в работу, сделать этот почти толчок, почти тяжелоатлетическое упражнение. Но в свою очередь дальше растет колораж, затраченный в упражнении. Опять же, это повлияет на формирование вашего спортивного интеллекта, так называемого. Есть такой термин, он не слишком распространен. И в дальнейшем, когда вы будете тренироваться с другими сложными упражнениями, вам будет их легче воспринимать. Это упражнение, наверное, уже меньше подойдет женщинам. Не всем, возможно, нужны эти взрывные усилия, но для парней также его часто используют что-то типа кроссфите, где-то, ну, в общем, в любых элементах функционального тренинга, где нужно проявить все свои силы, саккумулировать их в одном движении, это будет самое оно. То есть, ну, опять же, это просто инструмент, вы можете его использовать, можете не использовать, мы показываем вам варианты, а вы уже в зависимости от своего уровня подготовки можете применять их в ваших тренировках. И еще один вариант, который больше подходит обывателям и обитателям тренажерного зала, нежели залов тяжелоатлетических, это жим с глубоким приседом. Еще больше в этой технике задействуются ноги, еще большая затрата калорий, повышается общая силовая выносливость, более сложная координационная работа. Минусы. Если сильно отстают плечи, например, в работе начинающих, будет диспропорция в нагрузках. Ноги совсем не почувствуют работу, а плечевой пояс слишком быстро утомится. Это может привести и к потере техники, и к потере контроля, и привести, соответственно, к травмам. Поэтому человек должен иметь определенный уровень физической подготовки. Итак, мы показали вам первую часть нашего выпуска, посвященную отдельным упражнениям. И сейчас продемонстрировали вам, Андрей Шарапов еще захекался, это жим штанги стоя. Теперь, надеемся, вам было все понятно. Присылайте ваши запросы на новые упражнения и ждите вторую часть, которая будет посвящена упражнению пуловер. До новых встреч! Не забывайте ставить колокольчик. Спасибо клубу Orange за предоставленную возможность для съема наших тренировок.